В конце 1880-х годов состоялась встреча Хейро с Марком Твеном. Настоящее имя Сэмюэль Ленхорн Клеменс. Марк Твен протянул Хейро обе руки. Хейро взял сначала левую руку писателя, определив, что он левша, потому что именно этой рукой он больше управляется. Хейро разгладил ладонь и стал внимательно всматриваться в линии и холмы. Ладонь Марка Твена открыла Хейро его прошлое и показала будущее. «Я вижу, что ваше рождение связано с каким-то небесным светилом, но пока не могу определить, каким. По вашей руке я вижу, что вы женаты. У вас 4 детей. Нет, 3. Один ребенок умер. Чтобы поправить свои дела, недавно вы проделали неблизкий путь. На этом ваша дорога не закончится. Вы пройдете длинную дорогу, чтобы избавиться от долгов. Сейчас ваши финансовые дела идут плохо, и вы очень нуждаетесь в деньгах», — сказал Хейру. Упоминание о смерти сына опечалили Марка Твена больше, чем упоминание о долгах. Но он не подал виду и сказал: «Надеюсь, моя бедность продлится недолго. Когда-нибудь мои дела поправятся, и я буду богатым», — спросил Марк Твен. «Это случится в следующем столетии. Финансовые дела вы поправите довольно скоро, а разбогатеете в следующем столетии», — ответил Хейру. «В следующем столетии», — повторил Марк Твен и подумал. Про количество детей он сказал очень точно, и про смерть Лингтона определил, что я приплыл издалека по финансовым делам. Жаль, что свои дела я поправлю только, как он сказал, в следующем столетии. Хотя именно в журнале «Столетие» я договорился напечатать свой рассказ, и это определенно может поправить мои дела. Если буквально толковать его слова, то «Столетие» — явный позитивный знак. В ту же минуту, пока Марк Твен осознавал услышанное, Хейро думал, стоит ли говорить Марку Твену о тех несчастьях, которые он увидел, рассматривая его ладонь. Хейро понимал, что имеет особый дар ясновидения. Вот опять, в который раз он видит болезни, горе и смерть. Снова, как и много раз прежде, он увидел несчастье в семье Марка Твена, болезнь и смерть его второго ребенка, а также смерть третьего. Хейро решил не говорить ничего Марку Твену о судьбе его детей. Рассматривая ладони писателя, Хейро увидел, что его рождение и его смерть связаны с небесным светилом. «Скажите, когда вы родились?» — спросил Хейро. 30 ноября 1835 года. Хейро встал и достал из бюро какую-то книгу. Полистал и что-то прочел. «Вы знаете, что родились в год планеты Галлея?» — спросил Хейро. «Нет, а что это значит?» «То, что, возможно, вы умрете в год этой кометы», — подумал Хейро, но сказал другое. «Звезды благосклонны к людям, родившимся в дни астрономических событий. Комета Галлея уже принесла вам известность и славу. Осталось добиться богатства в следующем столетии. Мистер Твен, могли бы вы пополнить лекцию своим отпечатком руки?» «С удовольствием», — сказал Марк Твен. Хейро взял чистый лист бумаги, подготовил валик и чернила. После недолгих манипуляций отпечаток правой руки остался на листе. Затем Марк Твен стер чернила с ладони салфеткой, предложенной Хейро, достал автоматическую перьевую ручку и подписал отпечаток. Хейро описал мою судьбу с оскорбительной точностью. Марк Твен. Хейро взял листок и написал на обратной стороне: Марк Твен, 1893 года. В тот же год в ликапском номере журнала «Столетия» были напечатаны первые главы нового рассказа Марка Твена «Простофиля Вильсон». Рассказ имел огромный успех и действительно позволил поправить финансовое состояние Марка Твена. В 1896 году умерла дочь Сюзанна, а за год до смерти самого Марка Твена умерла его вторая дочь Джин. Сам Марк Твен умер в 1910 году, в год, когда комета Галлея снова вернулась на орбиту Земли. Предсказания, сделанные Хейро, сбылись.